Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда господин Сеид собирается уйти, звонит Дилан. Когда госпожа Азади спрашивает Ферата, что случилось, я говорю, я переехала в эту комнату и попросила помощи у Гуля. Госпожа Азади злится и спрашивает, зависит ли это от вас. Когда Ферат говорит, мне жаль мою бабушку, Гуль злится и говорит, о чем ты говоришь с госпожой Азади? Когда Ферат отправляет письмо Гэже Азади со словами, вы всегда ругаете этих людей, не делайте этого, госпожа Азади говорит, что с вами что-то случилось, скоро почувствует запах. Ферат говорит, что с этого момента тебе лучше привыкнуть к такому состоянию. Госпожа Сабиха очень грустна, и Хевен пытается ее утешить. Он задается вопросом, как он может стоять перед Диланом и говорить «Я твоя мать» и говорить «Нет такой матери, как ты». Он помнит, как Дилан просил милостыню, когда тот был с ним. Сабихе Ханем очень трудно знать все и не иметь возможности пойти и обнять свою дочь. Когда Дилан усаживает мистера Сеита на беседку и говорит, что мы не можем разговаривать друг с другом, мистер Сеид говорит, что есть так много вещей, о которых можно поговорить. Дилан говорит мне, ты всегда заставлял меня чувствовать любовь и сострадание твоего отца. Ты всегда пытался скрыть недостатки Гэжи Ханифе. Дилан спрашивает, ты отдал меня, а не Зюмруд, для вендетты, потому что ты меня не любишь. Господин Сеид объясняет, что это точно не из-за этого я вас очень любил, но то, что я сделал, было огромной ошибкой. Когда господин Сеид просит Дилана рассказать ему, что у него внутри, Дилан рассказывает ему все, что думает внутри. Когда господин Сеид снова говорит «Я очень тебя любил», он говорит «Если бы ты не отдал меня своему врагу для кровной мести, возможно, я бы ему поверил. Но если бы ты сказал мне и сказал, что это для твоих братьев, я бы охотно пошел, чтобы защитить их». То, что он услышал, очень тяжело для господина Сеита, и он говорит, что если вам нечего сказать, отпустите меня. Когда Дилан говорит, что все кончено, он уходит, не оглядываясь назад. Баран проходит мимо него и приходит к Дилану. Дилан говорит, что когда человек не чувствует любви своего отца, он чувствует себя очень незавершенным. Он обнимает Барана и говорит, «Я спокойно только рядом с тобой». Когда Ферат приходит к Гулю, Гуль говорит ему, что с тобой что-то не так, ты ведешь себя самоуверенно, ты изменился. Тем временем Хасан звонит ему и сообщает, что Баран узнал, что акции проданы, и собирается выяснить, кто их купил. Ферат говорит, тогда пусть он поучится у владельца, а Хасан говорит, подожди, не говори мне, пока я не приду, я хочу быть там. Дилан Хюма надеется, что, возможно, эта женщина знает то, чего не знает ее мать. Берон говорит Дилану, что если ты еще останешься голодным, ты умрешь от голода, и заставляет его есть. В этот момент к ним приходит господин Кудрет и сообщает Барану, что Дирья продала акции. Госпожа Сабиха привела мою дочь в ее лучший день и плакала, потому что ее собственная мать пытала ее в этой комнате. Я думаю, что чтобы успокоить Гэжу Хавен Сабиху, Дилан пытается вас успокоить, потому что он понимает, что все, что вы делаете, происходит из-за вашей боли. Он снова вспоминает, что Дилан наставил на него пистолет, когда он хотел сбежать, и устраивает истерику, чтобы эту комнату можно было снести. Берон очень зол, потому что Дирья продала акции. Пока господин Кудрет успокаивает его, чтобы выяснилось, кто его так разозлил, в комнату входят Ферат и Хасан. Дядя Ферат говорит, не волнуйтесь, акции не достались иностранцам, на поле еще есть Коробей. Когда Баран подходит к Ферату и спрашивает, как вы могли так поступить с нами, Хасан спрашивает, что он сделал, что моя племянница Дирья предложила это, и Ферат взял это. Когда Баран злится, он говорит, почему ты злишься, я снова принес это Коробеям, и Баран злится, потому что он что-то делает за моей спиной и ничего не делает для пользы Дири, посмотрим, что он получит взамен. Баран злится, потому что ты снова ударил меня ножом в спину, когда я сказал, что с этого момента могу доверять Ферату.
Хасан защищает Ферата, спрашивая, что ему следовало сделать, то есть не следовало ли ему это сделать. Когда он выходит из комнаты, Хасан идет за Фератом и говорит: «Молодец, сынок, ты справился очень хорошо». Когда Гуль замечает ее, она спрашивает, что случилось, но Ферат говорит, что у него есть работа, и уходит, не сказав ей. Госпожа Сабиха не может себя простить, и пока она много плачет, Дилан целует медальон в комнате и говорит: «Я найду тебя, мама, ты больше не будешь плакать». В этот момент приходит сердитый Берон и объясняет, что произошло. Дилан хотел, чтобы в компании упомянули Ферата, потому что он был очень амбициозен. Может быть, он чувствовал себя на заднем плане, а не твоим врагом, успокаивает его Ферат, говоря, что все будет в порядке. Дилан выводит Берана на прогулку. Пока Ферат злится на бассейн, спрашивая, почему он мне не доверяет, приходит Джихан и говорит: «Почему ты это сделал, брат?» Когда Ферат перестает говорить «я поступил правильно», Джихан оставляет его, говоря: «Нет, чувак, то, что ты сделал, было совсем неправильно». Джавахир звонит жене Сабихи и сообщает ей, что Ферат купил акции у Дерри и просит ее пойти и купить эти акции. Когда госпожа Сабиха спрашивает: «Почему вы хотите, чтобы я купила эти акции?», она отвечает, что вы создали с ней совместный бизнес, поэтому должник должен отдать акции и выплатить свой долг. Однако госпожа Сабиха игнорирует его и говорит, что я сейчас не в состоянии заниматься бизнесом. Пока Дилан и Баран идут, госпожа Сабиха наблюдает за ними издалека. Приходит к нему дядя Ахмед и говорит: «Они зеницы наших глаз. Мисс Сабиха, они так хорошо подходят друг другу, что она молится Богу, чтобы они были разделены». Дядя Ахмед говорит, что Барану было очень плохо, когда Дилан отсутствовал 3 месяца, но очевидно, что между Дилой и Сабихой Ханем существует очень сильная связь. Дядя Ахмед говорит: «Не обременяйте Сабиху своими словами, дайте слово Сахиху». Когда Дилан видит Гэжу Сабиху, она прибегает и приветствует. Когда господин Сейд приходит домой, он рассказывает, что произошло, и говорит, что Дилан никогда меня не простит, он никогда меня не полюбит. Цеврия утешает Джевдета, говоря, что обида Дилана со временем пройдет, и ей не о чем беспокоиться. После этого Ханифе понимает, как сильно вы ее любите, и призывает вас не беспокоиться о будущем. Дилан спрашивает Сабиху Ханем: «С тобой все в порядке?» Когда госпожа Сабиха говорит загадками, Дилан говорит: «Я могу послушать, если хочешь». Затем он видит медальон Дилана и говорит, какой он красивый. Дилан говорит, что это воспоминание моей матери, и спрашивает Сабиху: «Думаю, у тебя очень хорошие отношения с матерью». Когда Дилан говорит «да», госпожа Сабиха крепко держит свой медальон, говорит: «Я не буду вас беспокоить», и уходит. Когда Берон спрашивает, чего он хочет, Дилан отвечает: «Я не понимаю», он выглядел так, будто собирался что-то сказать, но не сказал. Баран сообщает хорошие новости: «Неважно, я связался с Невин Учар, и она приедет сюда». Дилан улыбается и обнимает Барана. Госпожа Невин постоянно хвалит особняк, рассказывая эту историю, а затем они приходят к мысли, что Эсра Йылмаз работает в больнице Гэжи Сабихи. Госпожа Сабиха говорит, почему она не могла сказать Хевину, а Хевин говорит, что сейчас неподходящее время, придет время, когда она обнимет тебя за горло, назвав ее моей матерью. Рассказывая о медальоне Сабихи, он говорит ей, как она счастлива и жалеет ее. Как только я говорю, что не хочу расстраивать Дилана, он очень любит свою семью, приходит Дилан и Берон. Когда госпожа Сабиха видит их, она спрашивает, что случилось. Дилан говорит, что нам нужна ваша помощь в кое-чем, мы ищем человека, который работал в вашей больнице много лет назад, это очень важно для нас. Когда госпожа Сабиха спрашивает, кто она отвечает: Эсра Йылмаз. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.